Я обещал вам протестировать рыбный ресторан «Фарес» в центре Шарма. Я выполняю. Сразу говорю, я не знаю, как эксперимент закончится. Вы все узнаете в конце этого видео. Но говорю сразу, отзывы о нем не самые лучшие. Как я и обещал, мы едем пробовать морскую кухню в спорный ресторан «Фарес Сифуд». Это все дело находится, конечно же, в Шарм-эль-Шейхе, в старом городе. Почему спорный ресторан? Потому что про него есть как и ужасные отзывы, что там полный отстой, обманывают туристов, обсчитывают всякие левые позиции в счете, так и очень хорошие отзывы, что цены там замечательные, маленькие, а порции большие. И морепродукты, рыбопродукты там очень вкусные. Поэтому мы поедем и составим собственное мнение, а также посмотрим с вами старый город при свете дня и заберемся на ту гору, которую я вам показывал в прошлом ролике. Поедем мы туда на такси за 250 фунтов туда и обратно. Поехали! Учитывая, что Шарм от Хургады отличается количеством такси, их тут мало, торговаться особо не получится. В результате мы поехали со вчерашним таксистом за 250 фунтов туда-обратно. Смотреть надо в оба, потому что хитрые таксисты все время пытаются вам впарить экскурсию. Или завести к другу в магазин, просто посмотреть какое-нибудь говно. Но в этот раз доехали без приключений и сразу же с головой нырнули в жаркий центр старого города Шарм-эль-Шейх, который только называется старым, на самом деле город новый и фактически построенный для туристов. Короче говоря, дневной Шарм практически пустой. Конечно, туристы там случаются, конечно же, магазины работают. Насколько я помню, тот же самый Фарес открывался в 12 часов и работал до часу. В эту прекрасную мечеть, судя по данным Гугла, вход пока что закрыт. Что касается безопасности, что касается охраны, в частности, старого города, все подступы охраняются полицией, везде стоят металлодетекторы. И плюс по самому городу тоже ходят сотрудники египетской полиции. Да, это та самая знаменитая мечеть Аль-Сахаба. Строительство было закончено в конце 2016 года. Общая стоимость около 25 миллионов египетских фунтов. Высота обоих минаретов 81 метр. Фотографии возле нее получаются нереальные. Ночью красота умножается раза в 3. Значит, основные претензии к Фаресу. Они взяты с ролика другого видеоблогера «Блог путешественника». Также я внимательно изучил TripAdvisor и отзывы на Гугле. Антисанитария, везде коты. Здравствуйте, здравствуйте. Плохая еда, пережаренные креветки, обман в счете. И будем разбираться с объективностью данных отзывов. Так, ребята, вот Фарес. И вот Фарес. Засада. Их действительно два. К этому меня жизнь не готовила. Вот первый, а вот второй. В оба идти не вариант, мы столько не съедим. Вот он, еще один Фарес. Сейчас будем разбираться, чем они отличаются. Причем они друг от друга отстоят на расстоянии где-то метров 100, наверное, максимум 200. Да, абсолютно верно. По-моему, это просто морепродукты, а в том Фаресе можно было сесть посидеть. Ну, сейчас мы посмотрим. А чем отличается Фарес этот от Фареса того? Вы разные компании? What the difference? Здравствуйте, русский, English? Есть, говорит по-русски. А чем отличается этот Фарес от того Фареса? Это Фарес, а то Фарес, это магазин Фарес. Это магазин у вас, да? Хорошо, я понял. Здесь магазин. Да, здесь у вас ресторан. магазин. Ресторан? Да. А там магазин? Не, тоже Да. ресторан. Тоже ресторан. А Здесь чем ресторан. вы отличаетесь? Это Абду Бай, مش بتكلم مع الزبون ماشي عبدو. يا عم هو مش انا مش بتكلم مع الزبون يا عم ماشي يا عبدو. محمود. Да. Окей. Давай Спасибо. друг тут. Мы- Скажи, пожалуйста, говорите мне. Мы посмотрим, сравним. В общем, яснее не стало. Это оба ресторана. Но вроде как говорят, что в первом было немножко поуютней, поэтому попробуем, начнем все-таки с того. Там какая-то терраса была на втором этаже. По большому счету, вот в этом Фаресе, откуда мы сейчас идем, другой Фарес, воняет, конечно, страшно, и вокруг, дичайшая, конечно, антисанитария. А мы вот, типа, вот про этот Фарес, где вроде как более-менее приличная какая-то там терраска на втором этаже. Ну, давайте попробуем разобраться. Да. Здравствуйте. Hello. Короче говоря, тут поприличней, и это у нас дезинфекция. Держи камеру. От коронавируса. На самом деле это очень хорошо, что они требуют от посетителей протирать руки дезинфектором. Ой, спиртяга ужасный.
В общем, в любом случае, этот фарес выглядит гораздо приличнее, чем тот. Вот это хорошо. Ой. О, на солнышке давай. Шикарно. Вот он. Все, идем, садимся сюда. И вот такой вот вид из окна этого фареса. Вот он, пожалуйста. Менюшка, вот она на русском языке есть, да. Вот как видите цены, да. Еще внимание, но в заказ будут включены. В заказ будут потом включены 14% налога. Считать ли это за обман? Нет, потому что это указано другим шрифтом, большими буквами внизу каждой странички. Вот вам, пожалуйста, цены на ассорти. Ставьте на паузу и смотрите, что вам интересно. Вот что по свежевыжатым сокам, пожалуйста. Ставьте на паузу. Цены актуальны на 2021 год. Короче, в частности, нужно, часть из меню можно посмотреть, сколько стоит внизу, и там же внизу заказать. То есть, грубо говоря, лежит не готовая рыба, и ее вам готовят. А сколько у вас стоит икра? Цена? Икра. Красная икра. $30 это за килограмм. Нету? Икры нету? Короче, икры нету. Ну ладно, хорошо. Вот, это булка. Это хлеб with sauce. Первый, конечно, косяк ресторана подтвердился. Действительно принесли те самые булки, за которые потом потребуют дополнительные деньги. Отказались. Второй минус ресторана тоже есть. Это, хоть и запакованная, но пластиковая вилка-ложка. По большому счету я это за косяк не считать не буду, потому что у нас коронавирус, поэтому все запаковано красиво, все нормально. Опять же, все выглядит достаточно интересно, достаточно чисто. Точнее, недостаточно, а действительно реально чисто. Поэтому, может быть, многие путались с тем рестораном. Поэтому минус насчет нересторанной обстановки мы смело отметаем в сторону. Короче, мы посчитали, должна быть вот такая вот цифра в фунтах. Если предупрежден, значит вооружен. Одна из серьезных претензий к ресторану – официанты тащат совершенно ненужные вам штуки, типа хлеба и соусов, которые вы не заказывали. Они просто приносят их и ставят на стол, и потом за них нужно платить. Если вы эту фишку знаете, то сможете вовремя отказаться, и внезапные дополнительные позиции в счете вам настроение не испортят. Я попробую мою любимую гуаву. Я знаю, как по вкусу настоящая гуава. Да, она действительно, только на улице гуава, по-моему, 35, здесь 60. В принципе, на $1 дороже. Тут ресторан, типа. Да, вот правильно было замечено, что еще сверху целая гуава, которую они не подавили. Конечно, с фруктами его обманывать действительно смысла нет. Короче, это вот как раз-таки тот самый суп-форез, который все советуют сожрать. В принципе, есть креветки. Есть креветки. В достаточном размере, но это совершенно маленькие коктейльные креветки, тоже большой минус. Он густой или... Нет, он жидкий, это не крем-суп. Да? Скажу сразу за вот такие креветки, потому что это коктейльные креветки, самые дешевые креветки, которые могут быть в принципе. Да. Я не говорю сейчас о королевских каких-то креветках. Да. Самые типа дешевые креветки. Да. Надо понять, это разморозка, заморозка или это... Здесь не будет заморозки, им невыгодно это. Зачем? Ну что? Креветка, она чувствую, она не вкусная, нормально, потому что она маленькая. Да. То есть ни о чем, суп получается ни о чем, да? Я не ждала здесь тигровых креветок, да. Я понимаю. Единственный плюс, что их здесь достаточно много. Ну да. Сейчас попробуем кальмарное кольцо. Кальмарное кольцо. Они такие посыпанные. Ага. Окей. Так, принесли мои спагетти. Спасибо. Нормально. Спасибо, мои спагетти. Порция гигантская. Кстати, супа здесь тоже, я не скажу, что мало. Но как бы это рыба, филе. Самые дешевые ингредиенты. Вот такой вердикт. Вкусно вообще так? Прям. Хочу сказать просто, если ты хочешь небольшой коктейль из морепродуктов, но по более дешевой цене, чем в меню, коктейль из морепродуктов, и совсем чуть-чуть, можно взять суп. В принципе, если убрать жижу, получится где-то 100 грамм морепродуктов, но среднего качества. Но они все свежие, это плюс. Короче, ладно, суп, можно считать, условно, проверку прошел. На вкус хорошо, да? На вкус, в принципе, неплохо. Да, все. Это не суп, а шеф-повара. Я думаю, тот суп, который мы хотели заказать, крем-суп с креветкой, я думаю, он был бы шикарен. Ну, его не было в меню. Сказали, здесь что есть просто морепродукты в жиже. Короче, суп-форез, морепродукты в жиже. Да. Свежие морепродукты. Знаете, ребята, я вам скажу, что спагетти самые, что ни на есть, стандартные, но они приготовлены алденте. Они не переварены, они достаточно тверденькие. Красный соус, хоть его и дофига, можно было бы поменьше положить. Он неплох, красный соус неплох. И кусочки брокколи в нем находятся. Брокколи, я скажу, что
очень свежие, но чуть-чуть переваренные. Но это не страшно для спагетти, потому что это не основной компонент. В общем, я вам скажу, что спагетти за свои деньги нормально. Плюсов очень много. Так, принесли второе блюдо, спорное. В общем, я, как вы знаете, узнал, что икры у них нету, и как они будут выходить из положения. Как обычно, египтяне вышли из положения замечательно, они просто ее не положили. Да. В общем, вот так оно должно выглядеть, правильно? Правильно. То есть должны быть креветки. Креветки мы видим, Тоже и они опять коктейльные. Вообще ни о чем. Самые дешевые. Да, а должны были быть вот такими. Должны были быть креветками. вот Да. такие. Кальмары. Ну, кольца здесь, наверное, есть где-то. Мы их даже... Ну, есть. Я уже вижу кальмара, Да, вот он, есть. да, есть. Рыбное филе, оно самое большое, это вот рыбное филе, Да. белой рыбы. Икра, ну, только если кабачковая, наверное. Потому что четко написано икра кавиар. Кавиар, это у нас вот это, и здесь рядом как раз картинка даже есть. То есть нас обманули? Обманули. Нас обманули? Паника, что делать? Египетский официант очень долго с нами спорил о том, какая должна быть икра и должна ли она быть там вообще. В результате признал свою неправоту и извинился. А лучше бы извинился финансово. В счете. Справедливости ради замечу, что туалет красивый и чистый. Ну, вот такой вот нам принесли счет. Похоже, что со счетом все в порядке. Как бы здесь нас не обманули, все нормально. Так, что по выводам? В принципе, большинство отзывов подтвердились. Нет, не ужасно. Это не ужасное место, это нормальное, обычное египетское место. Еда – дешман, креветки самые дешевые, продукты самые дешевые, цены для Египта не самые дешевые. Антисанитарии там никакой нет. Скорее всего, эти отзывы связаны со вторым фаресом, который расположен недалеко от того, где были мы. Счет получился 416 фунтов. В долларах будет внизу экрана. Впечатления, в принципе, нормальные. Мы знали, куда шли. Ну а сейчас мы решили сходить в тот самый Old Market, старый рынок, название которого дало название целому району. А именно, супер распиаренное место для фоток. Гору с офигенным видом. На самом деле это что-то напоминает отдаленно пешеходный переход, и тут даже вроде как водители останавливаются, чтобы пропустить пешеходов. Удивительно. А мы идем вот туда, как я вам обещал, мы полезем на эту гору и попробуем сделать шикарные кадры. Разумеется, тут продолжаются всяческие магазинчики и ресторанчики. Явно это эти столики от какого-нибудь ресторана. Само место оставило удручающее впечатление. Я бы ее назвал «Гора мусора». Надеюсь, вид с нее не разочарует. Ну что, вот так этот вход на гору выглядит. Сейчас я дойду и вам покажу, продемонстрирую, куда мы сейчас с вами будем подниматься. Вот так вот. Видели? Вон. Должны получиться просто шикарные фотографии. Нет, это гора бесплатная на самом деле. И тут, конечно же, без строечки и без мусора не обошлось. Кстати, мусор собран. Вот так, значит, выглядит забирание на гору. Это пока с первой площадки видон неплохой. Здесь выше, конечно, нельзя, потому что здесь строечка. Очередная строечка египетская. Ладно, идем дальше. Ну, помойка. Самое интересное, что это все дело оставляют тут люди. И что характерно, скорее всего, оставляют туристы, а не местные. Кто тут хорошо тоже посидел. Вот вам, пожалуйста. Тут капает, кстати, вода сверху. Прикольно. И в огромную вот эту вот лужу. Так должно быть? Или не должно? Это фишка такая у них. Бассейн. Или просто где-то прорвало водопровод и накапала вода. А вот так, ребят, это все выглядит с другой стороны. Достаточно неплохо. И там вроде как можно подняться чуть-чуть повыше. Здесь стоят столики. Не исключено, что ночью все это дело красиво подсвечивается. И выглядит очень... Да, кстати говоря. Эта сцена, действительно, здесь, возможно, проходят какие-то концерты. И эти, да, открыта тайна вот этих вот стульев. Это все они смотрят на сцену. На вот эту вот. Там можно пройти через вот этот туннельчик. Значит, надо пройти. Учитывая, что все это еще и бесплатно. Если кто-то подойдет и попробует с нас стрясти деньги, мы откажемся. Культурно откажемся. Да нет, я думаю, что мы просто уйдем, и никто нам ничего не сделает. Поднялись мы чуть-чуть подальше, вот в такой вот маленький грот. Конечно же, этот грот в том числе тоже усыпан всякими бычками сигаретными. Выглядит это все дело удручающе, прям вот такой вид.
на торговые ряды и на кафешки какие-то. Совершенно печальная лужа, которая на озерко совершенно не похожа. В шлепках здесь, да, если у вас неподходящая обувь, даже лучше не лезьте сюда. В общем, вот такие дела. Вот что тут. Я только понимаю, что это тоже там подсвечивается иногда. Отсюда вид прекрасный, вот такой, то есть никакой. Да, все заброшено, стройка и помойка. В общем, ни кадров здесь красивых, ни хрена. Креветки говно, вид с этой горы говно. Икры нету. С икрой нас, конечно, надули, хотя официант потом признал свою ошибку, что ой, да, действительно, икры нету и не положили, потому что у нас ее просто нету. Но, тем не менее, я все еще люблю Египет, тут классно, все хорошо, чай тоже не хочется. А хочется? Что хочется? Хочется нормально поесть, да? Ну и, конечно, самая лучшая достопримечательность Египта – это торговые ряды. Опять же, есть совершенно все и по совершенно любым деньгам. Ну, или как вы сумеете договориться. Ведь торговаться с местными – это часть культуры. Если лучше, чем это, меньше, чем это. Нет, вот эти меня интересуют. Хорошо, поскольку хочешь, которые тебя интересуют? Какая ваша цена? Хорошо, не 17, не 16, за 15. Ну, это как бы многовато будет. Ну, серьезно. Ну, мы же свои люди. В Египте уже, наверное, живем уже практически. Сколько уже? Тебе надо реально цену? Да. $12. Без обмана. В общем, смотрите, какая ситуация. Я люблю Египет. Да. Я люблю египтян. Украина или Россия? Латвия. Латвия? Латвия, да. Латвия говорит по-русски? Да, очень хорошо. Латышский, русский, английский. В общем, $10 я реально беру. Я в подарок другу хочу. Если 2 штук, один по 12, а 2 за 20. Зачем? У меня друг-то один, а Аэрофлотка один. Давайте реально $10, все. Я не буду спрашивать. Окей, нафиг зарабатывать. Да, других, Потому что красиво девочка. да, других вопросов задавать не буду. Просто всем хорошо, да, всем хорошо. Я знаю, что она реально стоит дешевле. Просто чтобы и вам Да, было я хорошо. покупаю $2, я тебе отдам за 10. А почему все думаешь, нам покупают такой кабик и стоит и продает 4-5 раза дороже? Нам покупают дороже. Иначе бы вы бы мне ее так за десятку бы не отдали. Как-то так. Хватит фотографировать, давай полотенце посмотри. Спасибо большое. Вот что будет, если чуть-чуть отойти от туристических маршрутов. Хотя, в принципе, особо и туристические маршруты вот от этого всего не отличаются. Да, это же маленькая собака, она точно не опасная. Сказала она и укусила меня за задницу. Не-не, я тоже идиотизмом не страдаю, и смысл бояться маленьких собак. Чего они там могут сделать? Надо бояться крокодилов огромных. Будем честными, в Египет едут за местным колоритом. Несмотря на то, что Шарм это новый город, колорит тут тоже есть. Хвост потерял в каких-то неравных баталиях с другими котами за креветку. За ту самую, зараза, королевскую креветку, которую нам не положили в суп. Ну, короче говоря, мы опять пришли в тот район, где вообще ужасно пахнет. Кстати говоря, вот он тот самый фарес, о котором как раз я и рассказывал, это второй этот фарес. Запах тут, конечно, ужасный. Особенно учитывая, что столики здесь на улице, и ты сидишь, и тут какой-то тухлой рыбы воняет, вообще ужас. Не, слово говно говорить можно на ютубе. Все в порядке, да? Да, воняет говно. Воняет говном. Чухи Пари, смотрите, тут даже барбершоп имеется. Вот такие дела. Центр Шарма, Олд Маркет, место интересное, и посетить его стоит. Нереальной красоты мечеть Аль-Сахаба, рядом с которой можно сделать отличные фотографии. Ресторанчики в самом старом городе, который и не старый вовсе, если вы, конечно, нормально относитесь к котикам и запаху тухлой рыбы. Вид с горы никакой. Сама гора и ее подножье усыпаны ковром из мусора. Но в Египет едут не за лакшери-сервисом, а за атмосферой, которая тут есть.